Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, сегодня я хочу поделиться с вами той печалью и злостью, которую мы испытали вчера вечером. Дело в том, что на почту нам пришло вот такое вот письмо, а это значит, что наше собеседование на получение туристической визы в США отменено уже в 4-й раз. Для тех, кто не в курсе, в прошлом году, когда мы узнали, что выиграли в лотерею DV 2021, мы параллельно заполнили анкету DS-160, оплатили консульский сбор и записались на собеседование для получения туристической визы. Сделали мы это для того, чтобы перед получением иммиграционной визы слетать в США на 3-4 месяца, пожить в нескольких штатах и определиться, куда будем переезжать уже на постоянное место жительства. Ведь летом 2020-го мы и подумать не могли, что прокламация, введенная Трампом в апреле, будет продлеваться еще не один раз, а потом, даже после ее отмены, посольства все равно не будут работать в нормальном режиме. Дело в том, что посольство не переносит интервью, а просто его отменяет, и после этого необходимо заново мониторить свободные окна для повторной записи на другую дату, которых обычно просто нет. В прошлый раз наше интервью было назначено на 9 декабря 2020 года, и когда его отменили, перезаписаться на новую дату мы смогли только в январе. И то ближайшая доступная дата была 8 июля, которую мы и выбрали. И вот спустя очередных 5 месяцев ожидания они снова отменили наше собеседование. Культурными словами описать то, что мы сейчас чувствуем, действительно сложно. На данный момент возможности записаться на интервью нет совсем, и когда она появится, неизвестно. Мы будем мониторить сайт каждый день, но, по правде говоря, надежды на то, что наше интервью все-таки состоится, уже нет. Ведь даже если мы условим доступную дату на интервью, пускай на август-сентябрь, гарантии того, что его снова не отменят, нету. Мы очень устали от такого ожидания и разочарований. И дело в том, что возможность пройти собеседование в других странах очень маловероятна. Практически все страны, которые до сих пор принимают нерезидентов, или закрыты для посещения, или не имеют доступных дат для записи. И записаться можно только на осень-зиму, а это значит снова ждать полгода, и далеко не факт, что наше собеседование не отменят. Так, например, посольство США в Грузии тоже отменило собеседование на получение неиммиграционных виз, которые были назначены на май-июнь, и даже сообщило про это на официальном сайте. Такая же информация проскакивала и по посольству в Польше, Израиле и даже в Казахстане. Но с уверенностью можем сказать, что в Казахстане отменили не все собеседования, и, например, в мае некоторые из наших подписчиков уже прошли интервью. Некоторым из них даже одобрили визы, а некоторым, к сожалению, отказали. Наши планы снова трещат по швам, ведь мы планировали вернуться из Грузии домой в Украину в начале июля на собеседование, а теперь и в этом смысла особого нет. Мы пока не решили, что делать. Оставаться в Грузии еще на несколько месяцев в ожидании собеседования на грин-карт, на которое мы все еще надеемся попасть благодаря судебным искам или без, или возвращаться в Украину, как и планировали, и пожить немного дома. А может и вовсе переехать в другую страну. Как бы поступили вы? А когда мы определимся, обязательно расскажем о своих планах. Кстати, было бы вам интересно более подробно узнать о том, где все-таки сейчас можно получить неиммиграционную визу в США и с какими трудностями при этом можно столкнуться в условиях пандемии коронавируса в 2021 году. Если да, пишите об этом в комментариях, и возможно мы сделаем отдельное видео на эту тему. Ну, конечно же, я, как и всегда, буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями на тему лотереи Грин-карт и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.